Африка — это континент, который в массовом воображении одновременно вызывает восхищение и тревогу. В сознании сразу возникают величественные пирамиды Египта, руины древнего Карфагена, оглушительный водопад Виктория и священная гора Моисея Хар-Синай. Африка предстает как колыбель древнейших цивилизаций, земля неисчерпаемых природных богатств, редчайших видов животных и поразительных ландшафтов. Однако с самого детства образ Африки искажается примитивными страшилками в духе «не ходите, дети, в Африку гулять». К ним добавляются рассказы матерей и бабушек о голодающих африканских детях, которыми пугают, чтобы заставить доесть нелюбимую кашу. Со временем на смену детским сказкам приходят более мрачные и вроде бы реальные образы, фигуры вроде императора-каннибала Бокассы или трагедии масштаба геноцида в Руанде. В итоге у большинства людей представление об Африке складывается как хаотичная смесь обрывков новостных репортажей, поверхностных школьных знаний по географии и диких историй из желтых газет и сайтов того же оттенка. Постепенно весь континент начинает восприниматься как сплошной клубок гражданских войн, голода, военных переворотов, эпидемий и каннибализма. И хотя нельзя утверждать, что подобных бед в Африке не существует вовсе, они происходят далеко не повсеместно и не постоянно. Это подводит к главному вопросу: что же помешало народам Черного континента развиться до уровня других регионов мира? Одни видят причину в засушливом климате и изоляции от остального мира, другие считают, что чем легче условия выживания, тем меньше стимулов к прогрессу, третьи указывают на рабство и внешнее вмешательство. В результате возникает вечный вопрос: почему Африка до сих пор бедная, и что вообще с ней не так? При этом хорошо известно, что Африка исключительно богата природными, земельными и человеческими ресурсами. Здесь сосредоточены огромные запасы марганца, бокситов, хромитов, топливного сырья, кобальтовых и медных руд, золота, платины, алмазов, фосфоритов, урана и множество других полезных ископаемых. Такие государства, как Нигерия, Намибия, Ботсвана, Зимбабве, Замбия и ряд других входят в число мировых лидеров по добыче нефти, газа и драгоценных металлов. Общая площадь Африки составляет почти 30 миллионов квадратных километров, и даже несмотря на обилие пустынь и полупустынь, около 9 миллионов квадратных километров земель пригодны для хозяйственного использования, что больше площади всей Бразилии. Сельское хозяйство остается основой экономики подавляющего большинства африканских стран, и чисто теоретически при таком наборе ресурсов континент мог бы быть одним из самых богатых регионов мира. Говоря об Африке, важно уточнить, что в данном случае речь идет прежде всего о так называемой «Черной Африке», а не о ее северной части, относящейся к Средиземноморскому миру, где еще в античности существовала древнеегипетская цивилизация и располагался Карфаген. Представление об исторической отсталости Африки в цивилизационном плане сильно преувеличено, если рассматривать историю континента целиком. На отдельных этапах африканские общества не только не уступали Европе, но порой и превосходили ее. Так, в Африке фактически не было бронзового века из-за отсутствия необходимых ресурсов, поэтому переход от каменного века сразу произошел к железному. Кроме того, здесь возникало множество государств, которые по средневековым меркам были вполне развиты и мало отличались от европейских аналогов своего времени. Яркими примерами служат империя Мали и сменившая ее империя Сангай, существовавшие с XIII по XVI век, а также империя Мономатапа на юге Африки, процветавшая с XV по XVIII век, о богатствах которой, особенно о золоте, писали арабские купцы и путешественники еще в X веке. К этому же ряду относится Эфиопия,
известное в древности как царство Аксум, одно из первых христианских государств в истории человечества. Все эти примеры показывают, что образ хронически отсталой Африки является не более чем устойчивым стереотипом. Разные народы начинали свой исторический путь в принципиально различных географических условиях, и решающую роль в формировании обществ играют климат, доступность рек, культурных растений, домашних животных и торговых путей, а не некая врожденная исключительность. Культурные и психологические особенности формируются под воздействием фундаментальных факторов, от людей независящих, и одним из таких факторов стал климат, благоприятность которого в отношении Африки сильно переоценена. Континент часто воспринимают как нечто однородное, хотя в реальности климатические условия здесь резко различаются от региона к региону. Даже за пределами Сахары ситуация остается сложной. На западном побережье преобладает океанический пустынный климат, в центральных районах — континентальный, умеренно засушливый, на востоке — морской пассатный, и в итоге даже наиболее удачные регионы остаются засушливыми и плохо приспособленными для устойчивого сельского хозяйства. Пустыня Сахара представляет собой не просто море песка, а настоящую логистическую черную дыру, поскольку путешествия через нее с древнейших времен были крайне опасны и затрудняли как торговлю, так и миграцию. А там, где нет активного движения людей и товаров, не возникает полноценного обмена технологиями и культурой. В то время как Европа и Азия на протяжении тысячелетий были связаны плотной сетью торговых маршрутов, включая Великий Шелковый путь, обитаемая часть Африки долгое время оставалась почти полностью изолированной от остального мира. Дополнительным ударом по развитию стали эпидемии и чрезвычайно опасная фауна, поскольку нигде на планете нет такого количества организмов, потенциально смертельно опасных для человека, как в Африке. На протяжении веков демографию континента подрывали не только рискованное земледелие, но и постоянные эпидемии. И если в Европе и Азии не существовало мухи цеце, переносящей сонную болезнь, то в Африке подобные угрозы стали хронической проблемой. К ним добавлялись малярийные комары, гигантские паразитические черви, черные мамбы, нильские крокодилы, толстохвостые скорпионы и множество других существ, не склонных к мирному сосуществованию с человеком. Кроме того, именно из африканских джунглей человечество получило желтую лихорадку, одно из самых страшных вирусных заболеваний Нового Света, из-за которого корабли поднимали желтые флаги с черепом и костями, а города вымирали, порождая легенды о проклятиях и мести африканских богов. Вакцина от этой болезни появилась лишь в 1937 году, однако даже после этого желтая лихорадка продолжила угрожать беднейшим регионам Африки, как и Эбола, лихорадки Ласса, Марбурга и Западного Нила. Самым разрушительным фактором для континента стала колонизация, поскольку именно знакомство с цивилизованной Европой на несколько столетий превратило Африку в источник дешевых ресурсов и рабской рабочей силы, а затем привело к ее полному разделу между державами Старого Света. Колониальное господство удерживало африканские общества не просто на феодальном, а зачастую на родоплеменном уровне. И началось это в конце XIX века, когда Европа получила хинин для борьбы с малярией, нарезное оружие, промышленную мощь и знания о внутренних районах континента, одновременно остро нуждаясь в новых рынках сбыта. Первый выстрел в колониальной гонке прозвучал в 1876 году в Брюсселе, когда бельгийский король Леопольд II под видом гуманитарных проектов начал захват бассейна Конго и превратил так называемое «свободное государство Конго» в свою личную собственность, где эксплуатация на каучуковых плантациях, в шахтах и на строительстве дорог сопровождалась чудовищными репрессиями и гибелью десятков тысяч людей.
Вслед за этим к разделу Африки подключились Англия, Франция, Португалия, Испания, Германия и Италия, а сопротивление африканских народов, включая Ашанти, зулусов, Фульбе, туарегов и герреро, подавлялось с крайним насилием, вплоть до геноцида. За 3 века работорговли миллионы африканцев были вывезены или погибли. Алкоголь стал важнейшим инструментом колониального подчинения, особенно в рамках так называемого «золотого треугольника торговли», и к началу XX века Африка была почти полностью поделена, хотя сопротивление продолжалось вплоть до 1920-х годов, а независимость сохранила лишь Эфиопия под властью Менелика II. Колонизаторы построили ограниченную инфраструктуру, школы и больницы, но при этом не сформировали самостоятельные местные элиты, и население не было приучено к ответственности за принятие решений, что стало серьезной проблемой после деколонизации. В ней ключевую роль сыграл СССР, рассматривавший поддержку освобождения Африки как способ ослабления капиталистического лагеря, особенно после Суэцкого кризиса 1956 года, и именно при активной поддержке Москвы 1960 год стал Годом Африки, когда независимость получили 17 стран. После этого Советский Союз вкладывал миллиарды долларов, поставлял вооружение и получал взамен сырье, а распад СССР в 1991 году открыл новый этап борьбы за влияние, в рамках которого США увязывали помощь с жесткими политическими условиями, часто не дававшими результата, тогда как Китай и Индия выбрали путь азиатской мягкой силы, инвестируя без требований демократических реформ и успешно укрепляя свое присутствие, сотрудничая с любыми режимами. В итоге, совокупность климатических, географических, биологических, колониальных и внешнеполитических факторов до сих пор мешает африканским государствам стать в один ряд с ведущими мировыми державами, а попытки самостоятельного объединения, подобные инициативам Муаммара Каддафи, уже предпринимались, но закончились трагически, поэтому остается открытым вопрос, сможет ли Черный континент, наконец, пойти собственным успешным путем развития. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.